Привет! Хочу поделиться очередными новостями. Сегодня 1 июля, а это значит, что совсем скоро, а точнее 3 июля, у меня заканчивается срок моего пребывания в Таиланде. А это значит, что нужно с этим что-то делать, соответственно, выехать из страны и заехать заново. Но в каком статусе – это вопрос. Как известно, я работаю здесь учителем в Таиланде, и моя школа заранее заготовила для меня пакет документов. Буквально вот сегодня я его получил. И готов отправляться в Лаос, чтобы поменять себе свой штамп на рабочую визу. Non-B она называется. Дорога туда долгая. Если по навигатору смотреть, это 9 с лишним часов. Планирую я туда добираться на автобусе. Вот как раз сегодня нужно будет съездить, посмотреть, какой автобус, именно с какого вокзала отправляется, чтобы завтра уже без проблем этим не заморачиваться, да, и сразу сесть и поехать. Получается, что завтра с утра я выезжаю, вечером буду уже в Вьентьяне, в Лаосе. Уже забронировал себе место, где переночевать, недалеко, кстати, от посольства. И, в общем, надеюсь, что все это пройдет быстро. Мне в школе дают 3 дня на все это, и эти 3 дня еще и оплачиваются. Да, хотел сказать вот как раз, что за визу надо заплатить самому, за рабочую она стоит 2000 бат. А вот как раз work permit, то есть разрешение на работу, будет оплачиваться за счет школы. Но это будет делаться уже позже, здесь, в Бангкоке. Так что сейчас можно этим не заморачиваться, а вот сосредоточиться на получении рабочей визы. Ну, в общем, как говорится, хорош ля-ля, время золота, надо ехать на разведку. Всего час езды на жужжащей табуретке, и я у вокзала. Вот этот вокзал. Мочит называется, он, который старый, крупный. Просто через дорогу напротив есть вокзал новый, там мини-басы стоят, ну, мелкие автобусы, в общем-то. А здесь крупные автобусы. Вот надо, говорят, что надо сюда. Сейчас будем искать, где на Лаос касса, и спрашивать, что к чему. В общем, без переключений у меня никак не получается. Оказывается, есть, значит, некоторые кассы на 1-м этаже, но их там мало. Вот. И все в основном кассы находятся на 3-м этаже этого вокзала. И причем здесь компании, которые предлагают поездки в одно и то же место, их несколько. Вот. И работают они тоже по разным графикам. Например, некоторые закрываются в 9, а некоторые в 10. Вот. И, в общем, я уже где-то 8 с лишним часов там я приехал сюда, да, и успел поговорить с некоторыми. Вот. Но, в общем, все они говорили, что на 2 число прямые автобусы в Лаос, то есть в Вьентьян, они все, в общем, забиты битком, и уже нет вариантов. Есть только на 3 число, и то, наверное, только на вечер выезд, что-то типа того, который, такой вариант мне совершенно не подходит, потому что я ничего не успею. Вот. Предложили вместе с тем альтернативный вариант, значит, доехать до Нон-Каи. Нон-Каи — это, не знаю, наверное, деревушка какая-нибудь, а может быть и город. Ну, в общем, в 17 где-то километрах от границы с Лаосом. В общем, доехать до туда, а там уж, как бы, как повезет, найдешь, как добраться дальше до границы. Вот. Ну, я думаю, что разберемся, потому что время есть на то, чтобы разобраться, потому что 2 вечером я там буду, и у меня будет, в общем-то, даже и вот вечер 2 числа, и весь день 3, чтобы перейти границу. Вот. Поэтому я думаю, что ничего страшного, сможем, сделаем, доедем, разберемся на месте там. Вот. Поэтому решил взять билет на завтра, на утро, в 8:15 у меня автобус. Вот. Еще был прикол, значит, с предыдущей кассой тоже. Они работают до 9, и они такие, типа, тебе вот такой вариант только. Вот. До Нон-Каи ехать. И вот давай быстрее, типа, думай. Вот, у нас 9 часов, мы закрываемся.
Я такой, у меня сразу паника, вот, сразу мыслительный процесс тормозится, думаешь, что делать, короче, покупать, не покупать, или, потому что, ну, местные, я не знаю, может быть, еще соседние какие-нибудь компании тут тоже что-то предложат, альтернативу какую-то, ну, в общем, они, ну, я такой думаю, ну, ладно, сейчас куплю у них, вот, и говорят, паспорт, я такой, блин, паспорт, короче, я оставил дома, вот, но у меня есть права, я права с собой всегда таскаю. Вот, российские, правда, вот, не местные. Даю им права, они такие смотрят, что это такое вообще, вот, не могут понять, говорят, давай паспорт. Я говорю, отстаньте, это документ мой, вы смотрите, тут фотография есть, вот на английском имя, фамилия, все есть, что вам еще надо, пишите. Вот, они там вертели, крутили эти мои права, вот, и говорят, типа, а где номер, серия, номер документа? Я говорю, вот, типа, ну, с обратной стороны. Вот, пишите, нет, типа, не подходит, короче. Вот, потом, значит, там двое было, вторая такая говорит, ну, типа, ты можешь сходить в 7-Eleven, оплатить, типа, там как-то вот, этот билет, типа, они дают какую-то, я не знаю, типа, название компании, в общем, и ты там оплачиваешь. Короче, ну, 7-Eleven, понятное дело, магазин многофункциональный, там я слышал, что можно оплатить практически что угодно, вот, но как эта процедура действительно проходит, это неизвестно, вот, потому что они не могут нормально, они по-английски ничего, ну, не очень разговаривают, далеко не очень, поэтому понять, что они там пытаются сказать, это очень сложно. Вот. Пока суть до дела, в общем, они взяли и закрылись, короче. Я думаю, ну ладно, и фиг с вами, ладно. В общем, начал проверять соседние кассы, и вот как раз в соседней кассе там сидела одна кассирша, которая никуда не торопилась, у нее рабочий день заканчивается в 10. И вот у нее был как раз, ну, был автобус на 8:15 на завтра. В общем, я не видел других вариантов, я еще походил здесь, поспрашивал. Вот. Вариантов лучше я не нашел. Вот. И, в общем-то, решил взять на завтра, да. Ну, а самолет, конечно, еще был вариант, но я его не рассматривал, потому что в одну сторону только 2500 бат. Кстати, да, кстати говоря, значит, прямой билет на автобус в Далаоса до Виньтиан стоит 900 бат. А вот как раз до этой деревушки в 17 километров от границы стоит 515 бат. Ну, сильно большая разница. Вот. Ну, как мне сказали тут местные, они говорят, что типа, да там есть автобусы, типа от Нонкай до границы всего лишь там за 50, за 60 бат. Ну, в сотку точно уложишься. Поэтому вот этот вариант, который я взял, он еще даже дешевле и как раз для бюджетных путешественников самое-самое то, что вот есть. Ну и да, получается, что они берут, ну, наценку именно за прямой рейс, вот, поэтому получается дороже, да. Итак, 2 июля, сейчас пол-8 утра, я добрался до автовокзала, вот, доехал на байке до бесплатной парковки неподалеку, там его бросил. И дальше уже взял такси, мототакси. И буквально там, ну, минут 5-7 доехал до этого автовокзала. Сейчас взял поесть себе вот так по дороге, там же прям на улицах продают же всякие разные штуки. Вот, сейчас перекушу и в 8:15 уже буду стартовать. Итак, первый пит-стоп в городе Након Рачасима, сокращенно Карат. Значит, остановка 20 минут. Нас выпустили из автобуса и дали вот такую вот штуку. Это ваучер на 25 бат на еду бесплатную. Вот, можно здесь сейчас поесть будет. Нет, ты...
Тем временем у нас второй пит-стоп. Мы остановились на автобусном терминале номер 3 Хонг-Аян. Это объездная дорога вокруг города. Ну, это пересечение основной магистрали объездной. Здесь находится бас-терминал номер 3. Еще одна остановка только что была в Удон-Тани. Время уже 6 часов почти. Едем с задержкой. Вот там слева от меня сейчас едет парниша молодой. Он, в общем, из Лаоса родом. Вот. Едет с Бангкока во Винтьен тоже. Вот. И мы с ним разговорились еще в начале, что мы в одно место едем, поэтому можем вместе поехать. Он там покажет, как чего, в общем, будет проводником. Вот. В общем, сейчас еще подходил проводник этого автобуса. Вот. Ну и что-то они нам на своем разговаривали, я не понимаю, на их языке. Вот. И он мне потом уже сказал, ну я использовал переводчик, естественно, спасибо Гуглу. Вот. Он сказал, что водитель предлагает довести нас до КПП, прямо до границы. Ну, всего лишь за 50 бат с человека дополнительно. Такую халтуру они себе придумали. Ну, естественно, это выгодное предложение. Мы согласились, заплатили. В общем, поедем не с пересадками, а сразу уже до границы. Ну все, вот я и на границе с Лаосом. Вот поехал наш автобус, на котором я сюда приехал. Вот она, арка. Значит, сейчас будет тайская граница. Будем выходить, потом мост. Вот, а потом уже лаосская граница. Очень долго ехали. Я думал, 9 часов будем ехать. В итоге получилось 11 часов пути. Это, конечно, ну хотя удобный автобус, комфортабельный. Только что тайский пограничник весело и непринужденно поставил штамп о выезде 2 июля. В общем, очень быстро. Я так думаю, что сейчас мы быстренько и вторую тоже часть границы пройдем. Вон там стоит автобус, который сейчас повезет нас через мост от Дружбы. И вот здесь можно купить билеты. 35 бат. Билет на этот автобус. Вот такую форму дают заполнить, листочек бумажки. Адекат вот выдают как раз на том столике. Вот. А если кому-то нужно, то здесь Visa on Arrival. Вот. Для тех, кому нужна виза. Нам не нужно, нам просто нужно заполнить эту форму и можно идти дальше. Ну все, всего за 20 бат. Лаосский штамп в паспорте. Привет, Лаос. Обмен валют. Вот сейчас вот такой. Вот, собственно, въезд в Лаос, вон там паспортный контроль проходишь, и вот здесь как раз находится вот обменник. Там же на площади у границы я пока разговаривал с тук-тукером по поводу того, чтобы доехать до Винтьена. Подъехал еще один таксист на микроавтобусе.
Вот. И мы начали с ним торговаться. В общем, я так сторговался, что, в общем, за 500, вернее, нет, 50 тысяч кип, это 70 бат. Вот. И мы договорились, что он мне довезет, в общем, в Вьентьен. Вот. И так получилось, что как раз в этой же машине сидел вот этот вот парень, с которым мы ехали из Бангкока. Вот. Ну и, в общем-то, 10-20 километров мы проехали. Он довез нас до центрального вокзала. И, в общем, все. А дальше надо вот пройти еще немного пешком, именно до места, где буду ночевать. Ну все, я только что подал документы на рабочую визу в Вьентьяне. Вот у меня за спиной сейчас как раз находится здание консульства, консульского отдела посольства Таиланда во Вьентьяне. Значит, пришел я сюда заранее, в 8 где-то пришел. Они открываются в 9. Ну, в общем, постоял, подождал. 4-й в очереди был, поэтому в 9 они открылись, мы зашли. И такой быстрой подачи документов я еще нигде не видел. Вот. У меня было все на руках, осталось, оставалось только приклеить фотографии. Вот. И, в общем-то, в окошко подаешь документы, платишь 2000 бат, и все готово. Вот, кстати, вот здесь есть вот такие вот услуги по копированию документов. Вот. Вообще недорого, 5 бат за листок. Я там тоже копию сделал. Хотя не пригодилось, там и так у меня достаточно было всего, поэтому... Кстати, да, у меня большой пакет документов школа собрала, и половину из этих документов меня даже и не взяли. То есть, я не знаю, ну я как бы спрашивал, вам это надо, я им давал, конечно, посмотреть. Они говорят, что это такое, нам это не надо, в общем, мы это взяли только то, что нужно. Ну и выдали листочек, что типа 5 числа, 5 июля приходи забирать паспорт. Но будем надеяться, что они все сделают как надо, и там уже будет рабочая виза в паспорте. Ну а в целом, вот я сейчас выходил, очередь не сильно большая, всего 35 человек. Сейчас, правда, среда, середина недели, может из-за этого, потому что я вроде как смотрел, популярные дни — это понедельник, вторник. Может быть, больше народу там. Но поскольку со своими вещами, сумками нельзя в посольство заходить, поэтому я оставил его, сумку свою здесь. Вот, по соседству кафешка. Thanks. Но поскольку мне забирать паспорт аж 5 числа, у меня есть 2 ночи здесь, во Вьентьяне. Надо придумать, чем заняться. Погода, конечно, не радует. Всю ночь лил ливень. Вот, и никак не может остановиться. Что-то вот до сих пор капает. Вот, обувь у меня уже насквозь мокрая. Вот, просто хлюпает. Я что-то думал сначала поехать сюда в шлепках. Вот, но подумал, что как-то в посольство в шлепках не очень, поэтому решил кроссовки надеть. Вот. Но хотя это Азия, здесь и на свадьбу даже в кроксах ходят, поэтому я видел очень много народу в шлепках в посольстве, это все вполне нормальная история.ใจสีลนได้
Короче, сидел сейчас в торговом центре, смотрел, занимался своими делами. И тут раз свет отрубился. Что-то у них электрика не выдержала. Вот они сейчас ходят тут по фудкорту с фонариками. Да. Кстати, вот так выглядят лаосские кипы. Купюры 100 тысяч, 50 тысяч, 20, 2. Можно легко здесь быть миллионером. Похоже, какое-то русское кафе. Китайцы тут захватили весь торговый центр. Можно посмотреть. Вот китайский ресторан, китайский ресторан, китайский ресторан. Дальше еще что-то китайское. А здесь напротив Парксон, вот этого торгового центра, птичий рынок находится. Можно приобрести кого-нибудь себе. А что у них с ногами? Очень странные. Ну а здесь куча китайских непонятных автомобилей, электромобилей. Касан ЕВ. Такой вот аппарат. И такой. Айон. Что еще? Ликмотор. Что-то очень напоминает сзади Porsche или Porsche. Это тоже какой-то первый раз вижу. Volkswagen, понятно, да. Классный магазин, вся обувь там из натуральной кожи, и плюс-минус каждая пара стоит 1 миллион кип. Только что заходил узнавать, почем здесь стоит снять байк в аренду, ну то есть там велосипеды и мотоциклы, мопеды точнее. В общем, велосипеды минимум 40 тысяч в день, 40 тысяч кип, вот, а мопеды от 130 тысяч кип в день. Вечерело, а это значит, что пришло время пройтись по набережной реки Меконг.
С добрым утром! Сегодня 4 июля, в США День независимости, а у меня прогулки по Виньетьяну. Куда пойдем? Четкого плана нет, будем действовать по ситуации. В общем, хожу сейчас, смотрю эти обменники, где какие курсы валют. Вот, и подметил такую штуку. Значит, мне советовали поменять на границе деньги. Ну, я там определенную сумму поменял. Вот, и получается, что на границе курс самый невыгодный. Вот, здесь выходит так, что в центре города, в крупных торговых центрах самый лучший курс. Если вы собираетесь куда-нибудь, ну, в шоппинг-моллы, в эти торговые центры, там лучше всего поменять. Вот. Ну или, я не знаю, вот я сейчас по набережной Меконга иду, здесь тоже неплохие есть варианты обмена. И вот один из них как раз, это что? Понг Саван Банк. Same. That is a train. Same 1 hour. В общем, только что взял в аренду велосипед себе на пару дней, чтобы удобнее было передвигаться и быстрее по городу. Хотел взять мопед, но там нужно в залог оставлять паспорт, а паспорт у меня сейчас находится в посольстве. Вот. Есть второй паспорт, я попробовал его, в общем, ей сунуть, старый паспорт. Вот. Но она зацепилась за то, что там виз нету, типа, как-то без визы. Вот. Я говорю, ну это старый паспорт, у меня нет нового. Вот. Я говорю, давай оставлю права водительские. Она говорит, нет, не подходит. $1000 оставляй залог, тогда это можешь брать. Я говорю, нет, тогда давайте велосипед. Ну, в общем, вот такой вот взял. Вот как раз этот фонтанчик в Нампу парк. А на той стороне Меконга находится Таиланд. Граница по реке проходит. Сейчас поедем, наверное, посмотрим пляж Меконга. Чуть ниже спустимся, подальше там. После вчерашнего дождя грязь тут, конечно, невозможно. Но это нас не остановит. Что там, где крокодилы-то? Анаконды. Вот так выглядит центральный автовокзал в Виньетьяне. Прямо в центре города находится. В общем, я заехал посмотреть автобусы, билеты, что почем, во сколько. Вот. Значит, есть даже прямой до Бангкока вариант. Стоит 675 тысяч кип местных. Вот. Но на сегодня уже все занято, так что надо его заранее как-то покупать. На завтра есть. Вот. 18:00 уходит обычно он, да, один только вариант. Либо же вот можно брать Виньетьян Нонхай, это 40 тысяч кип, и вариант 7:30, 10:00, 15:30, 18:00. Все. Можно, в принципе, и завтра забронировать его, купить сразу. Зашел я, значит, в торговый центр Талат Сао в центре Виньетьяна. Вот первый этаж у них полностью из одежды и обувь стоит, там нулевой тоже этаж, одежда, обувь. А вот второй полностью золото, бриллианты. Других даже здесь нет, никаких магазинов.
На третьем этаже ткани и национальные одежды. Насчет цен скажу так. Когда начинаешь спрашивать, почем все это стоит, они говорят цену для... Ну, видят, что иностранец, и сразу загибают цену очень сильно. Поэтому надо торговаться, предлагать сразу где-то в 3, в 4, или а то и в 5 раз ниже цену, чтобы у них глаза из узких превратились в круглые. И вот тогда, может быть, разговор начнется нормальный. Кстати, на цокольном этаже торгового центра Талат-Сао держит кафешку, вот такую небольшую, индусы. И у них есть большой выбор, ну, хороший выбор, в общем, блюд здесь и очень демократичные цены. Не, вот только посмотрите на это. Но вот этот монумент у меня за спиной, Винсентская триумфальная арка. Находится она в самом центре города и воздвигнута, как я полагаю, в честь победы над французами-колонизаторами. Ведь по всему городу видны названия улиц на французском языке, названия школ на французском языке и иные следы французской колонизации.
Кстати, пока я в Лаосе, решил не терять время даром и наведаться в стоматологическую клинику, потому что, как оказалось, цены здесь в 3 раза дешевле, чем в Таиланде. Вот. Зашел в такую клинику, это International Dental Center, улицу, ну, где-нибудь я напишу там сбоку. Мне понравилось, как делает врач-стоматолог. Мужчина здесь работает, хорошая у него твердая и легкая, можно сказать, рука. Чем они здесь занимаются? Значит, импланты ставят, обрабатывают каналы, пломбы ставят, dental aesthetics, ну, эстетическая стоматология, дальше отбеливание, вырывание зуба, ортодонтия, ну и всякие разные коронки, виниры и мосты, и, в общем, все вот такое. Еду по улице и смотрю, что китайцы здесь скупили практически весь бизнес. В общем, вот. Ну, правда, вот здесь, да, корейский ресторан. Вот китайские надписи, иероглифы. Дальше вон целый китайский квартал внутри там. Вот еще китайский какой-то, я не знаю, дом, здание. С той стороны все на китайском. Вот тоже на китайском. Решил зайти в лаосский супермаркет, точнее гипермаркет. Ну здесь, конечно, не Таиланд, да, сразу видно. Интерьеры попроще, товары, кстати, даже подороже некоторые. Если посмотрим все цены, конечно. Вот. Такой он больше на склад похож, не на магазин. Картофель 35 тысяч за килограмм. Батат неинтересно, ну 33, ладно, 35 уже. Рис 5 килограммов. Какой-то, не знаю, ну это для суши, что ли, мелкий рис круглый. 225, 112 кип. Сколько килограммов? 2,5, здесь 5. Ну, подешевле пачки, да? 143 тысячи кип, 5 килограмм, 102 тысячи. Тыквы по 75 тысяч, по 15, по крупнее, по 25. Такие. Арбузы по 55 тысяч за килограмм. Аналогично дыня тоже 55 за килограмм. Итого 88 600 вот такая. Ну, яблоки 55, 45, 95, 92 тысячи, 65. Вот яйца. Весьма показательный продукт. От 75 тысяч кип до 81 тысячи кип. В общем, посмотрел есть цены, и примерно на все цены на 20% дороже, чем в Таиланде. Ну, какие-то интересные штуки. Манту с соей. Мягкие вот такие вот они. Вот. А эти манту с тыквой. А это какие-то непонятные, с отрубями, что ли. А вот, к примеру, вот такой кофе 3 в 1. Супер, это тайский кофе. Вот, да, его делают в Таиланде. Ровно в такую же цену, как и в Таиланде стоит здесь. Правда, конечно, упаковка какая-то странная. Ну, как будто и подпольного производства. Еду я, значит, по Асиан Роуд и вижу, что архитектура становится не похожей на лаосскую.
Оказывается, здесь начинается китайский квартал. Прямо у меня за спиной сейчас. Поедем его посмотрим. Как побывать в Китае, не выезжая из Лаоса? Просто надо заехать в этот китайский квартал, который около Асиан Роуд в Виньтяне. Здесь абсолютно другая атмосфера, все вокруг китайское, одни китайцы ходят. Вот. Только что заходил в какой-то ресторанчик, съел острый китайский суп, но до того острый, что аж начал мокроту откашливать из легких. Вот. Ну ничего, справился, выжил, доел до конца. А здесь по такому же принципу. Вот лежат заготовки. Их можно выбираешь и отдаешь на жарку. Вот они жарят там. Thanks. Доброе утро. Сегодня 5 июля и пришло время покидать вот этот хостел. Кстати, очень даже неплохой по сравнению с соседними. Здесь очень хорошие матрасы пружинные. В общем, комфортненько там было. Кондиционеры, все есть, в общем-то. Да. Вот. Сейчас поедем. Надо перекусить и ехать уже в посольство. Посольство за документами, забирать свой паспорт. Ну, надеюсь, там все будет гладко, как и ожидалось. Yes. Ну все, рабочая виза в паспорте, можно ехать обратно в Таиланд. Ну вот я на границе лаосской. Вот, сейчас будем проходить паспортный контроль.
Опять же, молниеносное прохождение паспортного контроля на лаосской границе. Мы просто посмотрели паспорт, штампик поставили, взяли 20 бат и все, иди дальше. Сейчас вот обратно в автобус и едем через мост Дружбы на таможню таиландскую. คือใจสีลนได้ข่าวหลายคนว่าอ้ายกลับมา จบแล้วบ่เรื่องการศึกษา น้องสุดเววาคิดฮอดแต่สาย น้องสุดที่เศร้าที่สองเฮาอยู่คนละทาง Ну все, тайский пограничник штампик мне поставил на визе. Можно идти садиться в автобус и ехать в Нонкай. Там пересаживаемся на другой автобус до Бангкока. И утром, завтра в 5 утра, по идее, уже должен быть в Бангкоке. Я приехал на вокзал Нонкай. Вот так он выглядит. Значит, здесь сколько? 11, 13, 17 платформ. Здесь касса находится. Касса можно в Бангкок взять. Вот, пожалуйста, билет. Вот. И еще одна касса, кстати говоря, находится вон там. Там вот где яркий свет и чуть левее. Вот там я как раз купил. Ну, там контора находится, где я заранее купил билет. И в общем, вон автобус стоит наш уже. Можно. Ну, еще до отправления где-то 45 минут. Но народ уже садится. Так, платформа 11. Вот здесь как раз, да, вот этот Мерседес. Компания, которая везет, вон Бангкок. Оказывается, этот автобус на 7:30, это не мой, надо будет ждать. Мой в 8 отправляется. Так что еще есть время здесь походить, погулять, подождать. И 8 стартуем. อยู่ที่ทักหน้าหลักบ้านเขาหลอกเพลงอย่างผิดใจยายเกือบจะได้ตาเขาอยู่แล้วอะลูกจะต้องขึ้นว่าแบบนี้แน่ๆ ขอพบนำผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัยและพร้อมกำลังต่อการเดินทาง 1624 หมายเลข 1624 ขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางในเที่ยวนี้นะคะวิไลยินดีรับใช้ค่ะ Ну все, наконец-то я дома. До новых встреч.